Водяной лед кажется самым обычным веществом на Земле, но на самом деле это целое семейство кристаллических форм. При разных температурах и давлениях молекулы воды могут выстраиваться более чем в 20 различных структур, от привычного льда, который плавает в воде, до сверхплотных разновидностей, существующих в недрах ледяных спутников и гигантских планет. Каждая из этих фаз отличается расположением молекул и своими физическими свойствами. Экзотика водяного льда в том, что одно и то же вещество способно принимать настолько разные состояния. Некоторые виды льда тяжелее жидкой воды, другие могут быть очень твердыми, а при экстремальных условиях, по расчетам ученых, существует даже суперионный лед, в котором атомы кислорода образуют кристаллическую решетку, а ионы водорода свободно перемещаются внутри нее. Именно такие необычные формы помогают понять устройство далеких планет и поведение воды в самых экстремальных уголках Вселенной. Сухой лед — это не замерзшая вода, а твердый углекислый газ, охлажденный до температуры около минус 78,5 градусов по Цельсию. Его главная особенность в том, что при обычном атмосферном давлении он не тает, а сразу превращается в газ. Этот процесс называется сублимацией. Именно поэтому сухой лед окутывает предметы густым белым туманом. Это не сам углекислый газ, а мельчайшие капли воды, образующиеся из влажного воздуха. Экзотика сухого льда заключается в его необычном поведении и применении. Он способен быстро охлаждать продукты и медицинские препараты, используется для создания сценического тумана и даже для безводной очистки поверхностей. На других планетах, например, на Марсе, сухой лед встречается в природе, полярные шапки там частично состоят именно из замерзшего углекислого газа, который зимой накапливается, а летом снова испаряется. Азотный лед — это твердый азот, который образуется при охлаждении ниже примерно минус 210 градусов по Цельсию. На Земле он почти не встречается в природе, потому что температура нашей планеты слишком высока, но в лабораториях его получают для научных исследований. Этот лед очень хрупкий и быстро превращается обратно в газ даже при небольшом нагреве. Экзотика азотного льда раскрывается в космосе. Он покрывает поверхность далеких холодных миров, таких как Плутон и спутник Тритон, где образуют ледники, равнины и даже участвует в сезонных циклах замерзания и испарения. Несмотря на экстремально низкие температуры, этот лед способен медленно течь, подобно земным ледникам, постепенно изменяя ландшафт этих далеких миров. Метановый лед — это твердый метан, который образуется при температурах ниже примерно минус 182 градусов по Цельсию. На Земле он почти не встречается в чистом виде, поскольку быстро испаряется, но в лабораториях его можно получить при сильном охлаждении. Этот лед очень легкий и существует только в условиях экстремального холода. Экзотика метанового льда связана с далекими мирами Солнечной системы. Он встречается на поверхности Плутона, а также в составе ледяной коры некоторых других холодных тел, например, на Ириде, Макимаки и Титане. Под действием солнечного света и космического излучения метановый лед постепенно превращается в сложные органические соединения, окрашивающие поверхность в красновато-коричневые оттенки. Аммиачный лед — это твердый аммиак, который образуется при температурах ниже примерно минус 78 градусов по Цельсию. На Земле он почти не встречается в природе, так как быстро испаряется, но в условиях сильного холода и высокого давления может существовать достаточно долго. По своим свойствам он заметно отличается от водяного льда, менее прочный, но способен образовывать сложные кристаллические структуры. Экзотика аммиачного льда связана с ледяными спутниками и карликовыми планетами внешней части Солнечной системы. Например, его можно встретить на спутнике Плутона, Хароне, а также на некоторых спутниках Сатурна. Ученые предполагают, что в недрах некоторых таких миров аммиак смешивается с водой, образуя своеобразный антифриз, который не дает подповерхностным океанам полностью замерзать. Метаноловый лед — это твердый метанол, который образуется при температурах ниже примерно минус 98 градусов по Цельсию. На Земле он практически не встречается в естественных условиях, потому что легко переходит в жидкость и затем испаряется. В лабораториях его можно получить при сильном охлаждении, и тогда он образует мягкие, легко деформируемые кристаллы по сравнению с более жесткими льдами вроде водяного. Экзотика метанолового льда в том, что он относится к так называемым межзвездным льдам. Подобные вещества находят в составе пыли и льда в молекулярных облаках, где формируются звезды и планеты.
Он также может входить в состав ледяных поверхностей и смесей на холодных телах внешней Солнечной системы, влияя на химию органических соединений. Фактически это один из строительных блоков сложной органики в космосе, возникающий задолго до появления планетных систем. Лед-7 — это одна из высокодавленных кристаллических форм обычной воды, которая образуется при огромных давлениях, примерно в десятки тысяч атмосфер и выше. В отличие от привычного льда, он может существовать при температурах, где вода уже давно должна быть жидкой, но давление заставляет молекулы воды уплотняться в особую кубическую решетку. Это делает его одновременно и ледяным, и очень необычным по плотности и структуре. Экзотика льда-7 в том, что он не из повседневного мира, а из глубин планет. Его предполагают в мантиях водных гигантов и даже в недрах Земли на экстремальных глубинах, где давление настолько велико, что обычные фазы воды невозможны. Более того, ученые находили следы таких фаз в включениях внутри алмазов, как капсулы времени из глубин планеты. Лед-10 — это еще более экстремальная форма воды, возникающая при колоссальных давлениях, когда структура обычных молекул фактически ломается. В этом состоянии водородные атомы перестают быть частью отдельных молекул H2O в привычном смысле и становятся симметрично зажаты между атомами кислорода. В результате получается сверхплотная кристаллическая решетка, где различие между молекулами почти исчезает. Экзотика льда-10 в том, что это уже граница между обычной химией и физикой вещества в экстремальных условиях. Его считают возможным в недрах гигантских планет, где давление настолько велико, что вода переходит в почти ионную форму. По сути, это не просто лед, а новое состояние материи на основе воды,